Итак, всем добрый вечер. Большое спасибо, что пришли. Рада очень вас видеть. Сегодня мы говорим на достаточно важную тему, как ночь влияет на развитие креативной среды в городе. Это такая как бы общая тема того, что происходит. И вообще тенденция такова, что если до недавнего времени и правительство, и в принципе в обществе ночь рассматривалась исключительно как проблема, как время такого, знаете, разврата, драк и каких-то непонятных активностей, этот опыт уже уходит в прошлое, переосмысляется многими странами в мире. Все-таки все больше находят применение такие подходы к пониманию ночи, да, как к времени другой социальной идентификации, когда люди по другим признакам объединяются друг с другом. Время благоприятное для реализации каких-то творческих инициатив. И просто игнорировать этот вопрос уже не получается возможным, как во всем мире, так и в Казани. С одной стороны. И с другой стороны, все понимают, что среди способов, что ли, влияния на ночные индустрии и на то, что происходит ночью, наверное, было бы неправильным действовать методами прямого, так скажем, муниципального воздействия, да, и теми методами, которыми власти пытаются выстраивать эту работу днем. Поэтому возникает необходимость создания организаций, которые, будучи не муниципальными образованиями, да, я подчеркиваю это, в большинстве случаев они действуют как общественные организации, способствовало бы выстраиванию диалога между властью, теми, кто что-то делает, кто влияет на развитие креативной среды со стороны правительства, и реальными людьми, творческими объединениями, лейблами, от владельцев клубов до каких-то реализаторов более интересных проектов. И, кстати, вопреки стереотипам, которые до сих пор присутствуют, ночь — это не совсем история про клубы, да, и бары, если совсем этим понятно. Тем не менее, становится очевидным, что и сознание общества меняется, и люди готовы к восприятию других новых каких-то идей и проектов. В 15 городах мира уже организованы различные подобные организации, они везде по-разному называются. В принципе, мы определяем их одним общим словом «ночная мэрия». И достаточно эффективно получается влиять и формировать подобные сообщества во всем мире. И так сложились звезды в Казани, что появилась возможность, по крайней мере, попробовать что-то сделать в этом направлении. И с благословения правительства Республики Татарстан, да, и с пониманием представителей креативных индустрий, что актуально разговаривать на эту тему, появилась такая возможность сдвинуть эту ситуацию в городе. Наверняка многие из вас слышали про создание ночной мэрии в городе. Не стоит питать иллюзий, да, и мнения людей разделились. Кто-то считает, что это пустая инициатива по распилу бюджетов, кто-то думает, что ничего не получится. Но, к счастью, большая часть, особенно профессионального сообщества, верит в то, что возможно изменить ситуацию, и не использовать эту возможность мы просто не можем. Тем более, что я лично достаточно долгий период своей жизни провел вообще в развлекательной индустрии, мы открывали клубы, продюсировали события. И сейчас появилась возможность, как бы стоя вне этой индустрии, но понимая ее задачи, каким-то образом изменить ситуацию в городе, объединить сообщество и так далее. По этому случаю и организована лекция. Мы пригласили в гости человека, не побоюсь этого слова, действительно легендарного для берлинской сцены. Долгие годы он работал над созданием именно клаб-комиссии, который расскажет вам. И здесь для того, чтобы поделиться этим опытом, и он приехал к нам в Казань для обсуждения возможностей сотрудничества на этот счет и движения в этом направлении. Уверен, много интересной информации он вам расскажет. И, собственно, я приглашаю сюда главного виновника сегодняшней встречи. Лутц, welcome. Передаю микрофон.
I didn't get the intro, so У меня не получилось понять интро, потому что я, как вы видели, стояла там, не успела сообразить. so I start from the very first. I'm really happy to be here, Я начну с самого начала, я очень рад находиться здесь. and you cannot imagine when I came here and I got picked up yesterday. I couldn't imagine I saw already so much of the city. Не мог вчера представить, когда меня только что забрали из аэропорта, что я увижу так много из этого замечательного города. I went to Legend. I went to Jam Bar. Я был уже в Легенде, Джамбаре. I went to Mir yesterday, Mir Mir. party, and I saw amazing places today. И также я видел замечательные вдохновляющие места сегодня. And I wanted to talk about how I came to this work, what I'm doing, and also maybe how other cities can learn from Berlin. Я бы хотела сегодня поговорить о том, как я пришел к тому, чем я занимаюсь сегодня, и, естественно, о том, чем Берлин может помочь и как все происходит в Берлине. So start with a question to you. What do these three men have in common? Начнем с вопроса, что общего у этих трех людей? Okay, they're all men, that's for sure. Конечно, они все мужчины, да, но это And at очевидно. least two of them are musicians. Как минимум двое из них музыканты. But also in Berlin and Germany we say David Hasselhoff is also a musician. Но в Берлине мы тоже говорим, что Дэвид Хасселхоф, он тоже музыкант. He sang a very popular song. It's called "I've Been Looking for Freedom." Он пел вот эту замечательную, очень популярную песню. And it was kind of a hymn after the wall of Berlin fell. Это было своеобразным гимном после падения Берлинской стены. But much more important is what these people have in common when it comes to my work, because Stumpen, he's a musician from Berlin, and he was supporting us when Knack Club, a very famous club which existed for 60 years, had to shut down. Но первый человек, Штумпен, мы считаем, что он был очень важен в нашей стране, потому что он был с нами, когда очень популярный клуб под названием Knack был закрыт. With David Hasselhoff, I was organizing a demonstration. You can see me here. С Дэвидом Хасселхофом я организовывал демонстрацию, вот меня можете увидеть на фотографии. We got almost squashed by the photographers and fans. Нас просто сжимали фотографы и фанаты. And Roger Waters, he's the frontman of Pink Floyd. И Роджер Уотерс, он фронтмен группы Pink Floyd. And you can see me here in the background making pictures. Я сзади тоже на бэкграунде. He was also supporting us in our demonstrations as well. Он тоже нас поддерживал в наших демонстрациях. And to give you an insight why we have this much activism in Berlin, I give you a quick history of the clubbing in Berlin. Чтобы вы понимали, почему у нас такая активная индустрия в Берлине, я бы хотела вам рассказать об истории клубов, клаббинга в Берлине. In 1949, right after the Second World War, В 1949-м, сразу после Второй мировой войны, there was a very important time for the club scene of Berlin. Было очень важное время для индустрии клубов Берлина. Because this man, Heinz Sellmeyer, he was the representative of Berlin's not clubs, there were no clubs, restaurants and hotels. И вот этот мужчина по имени Хайнц Зельмейер, он был представителем, ну тогда еще не называлось клубами, но это называлось ресторанов и And hotels. И отелей. And also bars, of И, course. конечно, баров тоже. And right after the war, there was a curfew. That means the bars had to close at 9 p.m. И сразу после войны был комендантский час, что означало, в 9 часов должны были быть закрыты все бары. And he went to the general. He was from the Americans. His name was General Hawley. И он пошел к генералу по имени Фрэнк Хоули. And he said, Mr. Hawley, we have to change this. We cannot shut the bars at 9 p.m. И он сказал ему: мистер Хоули, ну нельзя так больше, не хватит это терпеть, давайте перестанем закрывать бары в 9 часов. And then Hawley said to him, he talked to the French, he talked to the British, and he talked to the police chief of Berlin. Он поговорил с французами, с британцами и с шеф-полицейским из Берлина. And he said, there's no way we're gonna change this. You have to shut down the bars because it's a security issue.
Ему сказали, что никак невозможно не закрывать бары в 9 часов, потому что просто дело в безопасности. But if you can give me one argument, I can try to make maybe a change. Но если вы мне дадите хотя бы один аргумент, я попытаюсь что-то изменить. And he said, well, when Germans have to leave a bar at 9 p.m., you have a security issue. Он говорит, когда немцам приходится уходить из бара в 9 часов, это будет у вас проблема с безопасностью. And then the general said, okay, let's try this out, no curfew for the next 2 weeks. Ему сказали, ну давайте попробуем, в следующие 2 недели не будет комендантского часа. And since then we don't have any curfew in И с Berlin. этих пор у нас больше его нет. So this is very important for Berlin because now we have a very tolerant way of having a nightlife from 24 hours every day, every week. И с тех пор в Берлине у нас очень такое терпимое отношение к ночной жизни. У нас она полностью функционирует 24 часа в сутки. So you don't have to go to a bar, to a restaurant, to a bar, to a club and be home very early and everybody doesn't know where to go. Поэтому не обязательно идти в бар, в клуб, ресторан и потом бежать домой. You can go Sundays to party in Berlin. Да, можно- Sunday evening is a very good day to party. Даже в субботу можно идти куда-нибудь на вечеринки. В воскресенье это замечательный тоже день для вечеринок. The second important part for Berlin is that we have the fall of the Berlin Wall, 1989. Еще одно важное событие было в Берлине. Это было 1989 падение Берлинской стены. Because in that time there was in the middle of the city a lot of space. Потому что было очень большое пространство в середине города. And all the officials, the government, they had to build roads and take care of the housing and everything, but they didn't care about the empty buildings in the middle of the city. И поэтому правительству, официальным лицам приходилось заниматься постройкой новых дорог, благоустройством домов, но им было не до того, как благоустроить вот это пустое место и вот эти пустые дома в середине города. So a lot of creative people occupied those houses and just did whatever they want to do, crazy things. Поэтому многие креативные люди просто заняли эти дома и делали все вот эти сумасшедшие вещи, которые им приходили в голову. And the situation since 1990 was basically dominated by, in the beginning of the 1990s, illegal clubs. The Detroit techno came to Berlin, and a lot of houses were squatted. Итак, в общем, то, что доминировало в Берлине с 1990 году, это были нелегальные клубы, Detroit техно и разрушенные дома. Then in the middle of the 90s, the techno became much more commercialized. We had a love parade in Berlin with more than 1.5 million visitors. The love parade, yeah. Ага, с тех пор у нас стало более коммерческим техно. Также был парад любви. And in that time, the government started to work, and they shut down many of these illegal clubs. И правительство начало работать и закрыло многие нелегальные клубы. And that was the time when the club commission was founded. И в это время основалась вот эта организация под названием Club Commission. Because all this police and raids and repressive repression had to stop. Потому что полиция и вот эти рейды и репрессии должны были остановиться и перестать. Because Berlin became famous for its club culture in that time. Потому что в это время Берлин стал известен за свою культуру клубов. And after 2000, a lot of changes came. Money came in from all over the world, investors, and also a new underground culture developed. После 2000-х годов очень многое поменялось, было очень много инвестиций со всего мира, и были огромные изменения, и также новая культура underground. And today we switched from a temporary use now to an institutionalization. Мы переходим от временного использования до вот этой современной цивилизации. And today you can also see the
the ballet or the opera, the philharmonic orchestra, they work with clubs, with electronic music in clubs already. И сегодня с клубами, в клубах работают всевозможные балеты. It's a ballet. Просто балет, специфический балет. Также немецкая опера и концерты филармонические. So then you can see on this map how the creative scenes were changing, like moving through the city, from the middle of the city to the outskirts of the city. И на этой карте можно посмотреть, как в Берлине все менялось, из середины центра города все распространялось на окраины. And today Berlin has about 500 music venues. Сейчас в Берлине есть практически 500 музыкальных площадок. There were more than 250 collectives. 250 коллективов, больше. We have more than 35 million overnight stays. Есть 35 миллионов круглосуточных мест для туристов Берлина. And 35% are coming because of the nightlife to Berlin. И 35% из них приходят как раз из-за вот этой ночной жизни в Берлин. Fashion companies are coming to the city. Также в город приходят компании, которые занимаются модой. Venture capital, like startup scenes, you know, probably when you work in music, you can know Ableton, Native Instruments, SoundCloud, they're all in Berlin. Также стартапы, те, которые популярны среди музыкантов, тот же самый SoundCloud, Ableton, их более 2 миллиардов в 2016 году. And you can see on this picture, it's a club. На этой картинке вы видите клуб. And there is a tech event. И A tech for technology companies. Это для технологических компаний мероприятия. So there is already like a combination of tech companies, startups, and the music scene. То есть это как комбинация специфических технических компаний и музыкальной индустрии. And what also happens is that people who were running a club, these guys were running the Bar 25, a very famous club. Также, что происходило, это вот эти ребята, которые были главными, у которых был клуб, который назывался Бар 25. They now developed houses like this. И сейчас они разрабатывают вот такие дома. And it's really crazy because it's sustainable, it's different, it's not like regular housing, they do something different because they are coming from a club scene. Это просто невозможно понять сразу, это что-то сумасшедшее, потому что это новое, не похоже ни на что другое. So, The Guardian, the newspaper, once wrote about Berlin. Berlin is the city of the unfinished. Guardian, газета, один раз написала, Берлин — это незаконченный город. And unfinished is a very nice word for creative people. И слово «незаконченное» — это очень хорошее, подходящее слово для креативных людей. Because you still can develop your ideas, and you don't have to, you know, not everything is nice and clean. You still can do something creative. Потому что вы можете продолжать заниматься креативной работой, и все очень чисто и хорошо, но можете продолжать делать свою креативную работу. For instance, this is like in the middle of the city, like an outside area. То есть вот это центр города, такое небольшое местечко. But you also have the city like this. Но также есть и город вот такой. This is the plan which made 1990. Это план, который был сделан в 1990-м. Townhouses and everything is nice and clean. Таунхаусы, все очень такое миленькое, чистенькое. But you can also see, I mean, where can you be creative? Но также можно видеть места, где вы можете креативить. So the question I was asking myself is, how can you keep this in balance? Так вот вопрос, который я задаю сам себе, как можно вот поддерживать этот баланс? So I would describe myself as an activist. Я описываю себя как активист. I'm more like reacting on situations with a lot of activism. Я реагирую на ситуации с очень большим энтузиазмом и активностью. So my background is I was starting an internet startup in 1999. Итак, с чего же я начинала? Это был интернет-стартап, 1990 год.
Then I had a club and a restaurant. Потом у меня был клуб и ресторан. Since 2009, I'm the spokesman of the Berlin Club Commission. И Since 2009. с 2009 года я спикер для клуб-комиссии. But I'm also an entrepreneur, so I have 2 companies. Также я и предприниматель, у меня 2 компании. And of course, I'm also a networker because I have to be between the creative scene and the establishment. И также я человек, который работает в сети, потому что я должен быть между креативным миром и Well, I would say the creative scene is like bottom up, and then you have decision makers top down. Между креативной культурой и теми, кто принимает решения, между организациями. And I'm also watched by Lola, it's my dog. И на меня смотрит Лола, это моя собака. And the Club Commission, the organization I'm representing here, was founded 2001. Клуб комиссии, это организация, которую я представляю, была основана в 2001 году. And has now 220 members. И сегодня в ней 220 членов. And it's the largest club culture organization in the world. И это самая большая организация по клубам в мире. And we focus with the Club Commission on the core of creativity. Мы стараемся концентрироваться на самых основных аспектах индустрии клубов. So you can see in the middle, То you есть вы see видите, music, you see visual art, performing art, literature, which is very cultural. в середине вы видите литературу, музыку, визуальный арт, который представляют на публику. And the wider you go outside, you have advertising, architecture, also creative businesses, but more commercial and less cultural. И как только мы удаляемся от центра, мы уже видим архитектуру, рекламу. То есть это тоже очень креативные индустрии, но они более в коммерции. And these are like stakeholders we identified. Вот это главные основные пункты, которые мы определяем. When you talk about a music venue, who do you have to deal with? То есть, когда вы говорите о площадке музыкальной, с кем вы имеете дело? So you have to talk to your neighbors. То есть вы должны поговорить с соседями. You have somebody who is renting you the place. Также с теми, кто дает вам в аренду место. You have politics on different levels. Политика на разных уровнях. And you have your own people you have to deal with. И также свои люди, с которыми вы имеете дело. So it's nearly not possible as one person dealing with all these different stakeholders. То есть практически невозможно одному человеку заниматься всем вот этим и со всеми коммуницировать. So the Club Commission is an organization which is focusing on 3 things. И так, клуб-комиссия — это организация, которая в основном делает фокус на 3 вещах. It's access, awareness, and education. Это доступ, знания и образование. So we help you to have access to decision makers, to politicians, to the media. Мы помогаем вам иметь доступ к тем, кто принимает решения, к медиа. We create awareness when it comes to why is this scene so important for the city. Мы объясняем всем, почему это так важно для города. And we try to help everybody in the scene to learn, because nobody really studied what they do. И мы пытаемся всем, кто занимается этим, объяснять и помогать понять, почему они этим занимаются, потому что, в принципе, никто не учился этому. So for us, our goal is to create an organization which helps you to be creative, but also to have the ability to innovate. Поэтому наша цель — это создать площадку, которая будет помогать вам быть креативными, но в то же самое и мочь быть инноватором. So we're not showing you how to make the most money. То есть мы не показываем, как зарабатывать больше всех. We want you to be creative and innovative. Мы хотим, чтобы вы могли креативить и быть инноватором. And when I talk to politicians or to decision makers, they always ask me, who are you representing? Is it creative industries? И когда я разговариваю с политиками, они всегда меня спрашивают, кого вы представляете? Or is it music economy? Это креативная индустрия, это музыкальная экономика. But
I describe our work as the scene economy. Я описываю нашу работу как экономика на сцене. The scene economy focus on the artist. Экономика сцены фокусируется на артисте, на тот, кто выступает. So you have a booking market. У нас есть рынок букинга, You have the music sales, Так, у нас selling music, продажа музыки, and you have events and concerts. и также есть мероприятия и концерты. And so this is the basic, the core of the scene economy. То есть это самое главное в экономике сцены. And then you also have like different other forms which are related, like software, hardware. Также у нас есть специфические формы, которые тоже относятся. Это software, Food and drinks and marketing. еда, напитки и маркетинг. And if you look on a scale between mainstream and experimental, Если посмотреть на шкалу от мейнстрима до экспериментального, and between a business and a non-profit, и между бизнесом и тем, что не приносит выгоду, you have the discotheque. это дискотека. It's business-driven, it's mainstream. Это бизнес, но это мейнстрим. Then you have a concert venue, Также у нас есть площадка концертов или ивенты, which also has to, have a lot of technology there, a stage, lights, также там очень много sound технологий, техники, это сцена, свет, has also to look to afford this. то есть им тоже нужно зарабатывать, чтобы они могли позволить все это покупать. Then you have, I don't know if you have it in Russia, but in Germany we also have publicly funded venues by the government. Не знаю, есть ли у вас это в России, но у нас в Германии есть такие площадки, которые спонсируются и владеются государством. It's more like for kids in the Например, для детей. outskirts of the city. Например, для детей на окраинах городов. And then you have pop-up events. Итак, у нас есть неожиданные мероприятия. You can also call them illegal Также raves. также их можно назвать нелегальными. Very experimental, not for money. Экспериментальные, не за деньги. And somewhere in the middle you have a club. И где-то в середине есть клуб. Some of them are more mainstream, some of them more experimental. Где-то, которые из них некоторые мейнстрим, некоторые экспериментальные. And we focus as the scene economy on these three venues. И как экономика сцены мы фокусируемся на вот этих трех площадках. To make it more clear, Чтобы пояснить. so the club scene focus on a niche market, a niche music. Итак, сцена клуба фокусируется на рынке, на нише. And if you're running this, you have more like an attitude, like a philosophy. Если у вас свой клуб, то у вас, скорее всего, философское понятие этого. And if you look on the flyer of a club, Если you see lineups, artists. Вот посмотрите на флаер клуба, и там можете увидеть лайнап очень многих артистов. And a disco scene А также диско. is much more focused on the mainstream market. Они фокусируются больше на рынок мейнстрим. And you want to be in all the media and everywhere you want to be seen. Вы хотите, конечно, быть везде, во всей медиа, где только вас можно поставить, туда вы пытаетесь попасть. So in one part you see people are performing their creative work. Так, на одной стороне вы видите люди, которые показывают их креативную работу. And on the other side you see somebody using other people's creativity. И на другой стороне вы видите людей, которые используют чужую креативность. And you can also see a difference when you look at the audience. И также есть разные типажи, когда вы смотрите на аудиторию, на людей, которые приходят. Here you can see the geek. Здесь Maybe you задроты, find yourself. ботаники. The geek is in record stores. Ботаники — это те, кто ходят в магазины, покупают музыку. They buy their ticket month before. Они покупают билеты за месяц, бывает больше. And then you have the hipster. Также есть хипстеры. Hipster is maybe not so much into music, Возможно, они не так увлекаются музыкой, but he knows where the trends are, where the new restaurants, the galleries, the openings. но он всегда знает, где тренды, галереи, где что открывается. And then in Berlin you have a lot of them now coming. И также в Берлине есть очень много их. They are here for the fun. Да, весельчаки. They are just coming for party. Они просто хотят веселиться.
they not really care about what music it is. Им просто They just want to have it, you know. не очень важно, какая музыка играет, просто, весело. And I think the worst kind is this down here. И, наверное, самый худший — это вот этот внизу, Because they have money. потому что у них есть деньги. Maybe they are at a conference during the day. Они могут быть на конференции в And течение at дня, night they want to have a VIP area а ночью им нужно подавать VIP-зону and hook up with girls. и девочек. Don't care about music. Им все равно на музыку. So we also focus when it comes to the scene economy on this audience. И как дело доходит до экономики сцены, мы стараемся фокусироваться на вот этих двух. And I want to show you some best practices we did as a club commission. Я бы хотела поделиться самыми лучшими практиками, которые у нас были, как у клуб-комиссии. One important part is empowering the young underground. Первая часть — это вдохновение молодого андерграунда. And you can see a workshop here. Здесь у нас воркшоп, Where we showed the kids basically how to do illegal parties right. где мы, грубо говоря, показывали молодым ребятам, как правильно проводить нелегальные вечеринки. Because the police told us if nobody is disturbed, Потому что полиция нам сказала, если вы никому не мешаете, and there's no litter and everything is fine, и нет мусора, и все в принципе нормально, you can do whatever you want. делайте, что хотите. And it's in reality it's not like this, because you can see here this is a newspaper. Но на самом деле все не так. Вы здесь видите газету, It says that there was a Facebook party, в которой говорится, что была вечеринка в Facebook, and the police had to shut it down. и полиции пришлось ее распустить. But what is a Facebook party? Ну что такое Facebook вечеринка? Maybe Mark Zuckerberg is coming. Приходит Марк Цукерберг. You can see that nobody understands what's happening here. То есть вы видите, что никто вообще не понимает, что происходит. Because what's happening is that young people just want to do something, and they don't have the possibility to rent a club. То есть что происходит? Это молодежь хочет что-то сделать, но у них нет возможности арендовать клуб. And for us it was important to help those young people. Но для нас было очень важно помочь этим ребятам. So we invited them to our office, and we had several meetings and talked about how can we get more acknowledgement, or how can we get more support from the government. И поэтому приглашали их к себе в офис и очень много беседовали на тему того, как можно получать признание, одобрение со стороны правительства. And it turned out that after we do a lot of lobby for this, И оказалось, после того, как мы очень много об этом разговаривали, the government released last year a paper правительство издало документ в том году, that they now want to enable that you can do non-commercial events in public space. И сейчас разрешают проводить некоммерческие мероприятия в общественных местах. Because they understood that if you're not giving also public space to events like this, the young people will move away. Потому что они понимают, если нет площадки для молодых людей, где они могут проводить такие мероприятия, они будут просто разъезжаться. And we did a lot of demonstrations. У нас также много демонстраций проходит. This was about royalties. Это было о королевских... What do you say, like copyright for music? Copyrights, да, права на музыку. Or, as I showed you before, like the Easter Gallery demonstrations with Roger Waters and the Hoff. Также демонстрации, где участвовал Роджер Уотерс и The Hoff. Or we did an event. It's called Rave Green, Save Green. Также у нас была демонстрация, которая называлась экологической тематики. So we had about 200 young people walking through the city with a lot of music. У нас было примерно 200 ребят, они ходили по городу с музыкой and cleaning up the city. И чистили город. And dancing, of course. И, конечно, танцевали. And we did this last year. It was called the Table. В том году у нас было мероприятие под названием The Table, стол, where we had 200 club owners sitting at one table eating together. Где у нас было 200 владельцев клубов, которые сидели вместе за столом и ужинали. And we also lobbied in the government for more money. Также мы запрашивали у правительства больше денег.
And after we did a little campaign with people like a fashion designer or the guys who do native instruments. Сделали мы кампанию, в которой участвовали дизайнеры. The native instruments is software for DJs. Люди, которые занимаются софтвер для диджеев. Yeah, Traktor, you probably know. Возможно, вы знаете, называется Трактор. The DJs know. Диджей знает. And the government is now setting up this organization. It's called the Music Board, and И сейчас правительство организовывает кампанию, которая называется Music Board. Music Board. And it's funding pop music artists with more than 2 million per year. И они спонсируют артистов более чем 2 миллионами в год. 2 million euro, yeah. Евро, да. And we also lobbied about tourists. И также мы запрашивали о туристах. Because there is a tax, it's called the city tax. Потому что у нас есть так называемый налог, городской налог. And we said, hey, when 35% of the tourists are coming to the city, потому что, мы сказали, если 35% человек, которые приходят в город, and the government earns about 30 million euros, и правительство зарабатывает примерно 30 миллионов евро, we also want a third, мы хотим тоже треть, which is about 10 million. Примерно 10 миллионов. We didn't get 10 million. Но нам не дали 10 миллионов. But we got 150,000. Но нам дали 150 тысяч. So this is also a way of argument. You know, we say tourists are not coming because of hotels and shopping malls. They are coming because of this creative scene. То есть это тоже один из способов аргументации. Мы сказали, что туристы не приходят ради отелей, они приходят ради клубов. We did campaigns about awareness in the club culture. Также у нас были кампании о образовании про клубы, о клубовой культуре. My favorite one is this one. No beer bikes. Мой любимый это тот, который называется Beer bike. Oh, no beer bike. You don't have this here. У вас этого You здесь can be нет. happy. Будьте рады. It's terrible. Это ужасно. It's that the young people sit around in a bike, drinking beer and driving through the city. В общем, молодые ребята садятся на велосипед, берут пиво, пьют его и едут по всему городу. Doesn't make sense at all. Вообще ничего не понятно, зачем это. But it shows that we think that it's important that some things are important for club culture, but some are not. No aggression, no pub crawls. В общем, эта кампания показывает о том, что важно для культуры клубов, а что не важно. Никакого сексизма, без агрессии и так далее. So this is like a sticker campaign we did. То есть это та кампания со стикерами, с наклеечками, которые мы делали. But we also do tours where we show around the city to these little spots. Также мы делаем туры по городу, мы показываем маленькие места. And showed where the clubs were and where they open up. И рассказываем, где были клубы, где они открывались. And we also did a theater, like a movie screening in clubs. И также у нас был небольшой театр с экраном в ночных клубах. And we show movies about artists and about the club culture. Мы показываем фильмы о артистах, о культуре клубов. And after this we do discussions like this here. И потом мы делаем вот такие дискуссии, как здесь сейчас. We also set up a website where we showed how can you reduce littering and noise. Также мы сделали веб-сайт, о котором рассказывается, как можно снизить количество мусора и шума. And we also have pantomimes on the street. Также у нас есть пантомимы на улицах, to show the tourists they should be quiet. которые показывают туристам, надо потише. And we also set up a map. Также мы создали карту. Where we put all the clubs on a map to see that if you build a house next to a club, that you do the sound protection. Мы создали карту, в которой показывались все клубы поточечно в городе, и где указывалось, если вы строите дом возле точки, где находится клуб, нужно вам сделать антишумовую изоляцию. Because many times clubs had to close down because the house was next to build to a club. Очень много было случаев, когда приходилось закрывать клуб из-за того, что дом, который стоял неподалеку, ему было шумно. So, as I asked before, do we act or do we react? И как я спросил ранее, то есть стоит ли нам действовать или реагировать?
And to coming to the end, I want to explain you a new project I just started a few months before. И подходя к концу, я бы хотела рассказать о новом проекте, который я начал несколько месяцев назад. It's called the Creative Footprint. Он называется «Креативный отпечаток». And you probably know this venue. I've been there today. Возможно, вы знаете эту площадку, я сегодня там был. And for me, let me just check the name again. Дайте я проверю имя. Factory à la Fuzova Да, фабрика Лафузо. is a good example for a creative space. Это хороший пример для креативного места. Because already on this picture you can see Уже на этой картинке вы видите a stage, сцена, exhibition space, место для выставки, street art, уличный арт, working spaces, места для работы, relax areas. место для релакса. You have everything at this one space. В этом месте есть абсолютно все. And I can see this space in the next years having food courts and great events in the outside area. И я уже представляю, как в следующем году в этом месте откроется фудкорт и будет замечательное место для отдыха. And this space makes Kazan unique. Это место делает Казань уникальной, Because you don't have it anywhere. потому что anymore. такого нет нигде. So how important is this creative space for the city? Итак, как важно для человека креативное пространство? For me, it shaped the perception of Kazan. Для меня оно создает некий облик города. It's gonna be a tourist attraction. Также это обязательно будет привлекать туристов. But it also helps that all the area will be rising in the value. Также, естественно, в округе все дома и недвижимость будут подниматься в цене. It's a meeting point for people. Это место встречи для людей. And it's something I think where young people also can identify with because they are part of this. They can take action. Maybe they can be an artist there or they can do an event there. Это также место, где люди, молодые люди могут находить себя, они могут быть там выступать или отдыхать, находить себя в какой-то роли. And one of the biggest problems we have is that investors have a top-down perspective on the city. Одна из проблем, которые у нас есть, это когда инвесторы смотрят сверху вниз на город. And activists or people who are running those spaces have a bottom-up perspective. И у людей, которые владеют этим местом, они смотрят на все снизу вверх. So how can we preserve this, or how can we also let a city change, but not destroying all the creative spaces in cities? Так вот, как же мы можем сохранить город, но в то же время его поменять и не разрушить то, что в нем есть? I was talking about this problem with a lot of smart people. Я разговаривала с многими умными людьми о этой проблеме. Charles Landry, he's a very famous author for a book. It's called The Creative City. Автор книги «Книга креативного города» Чарльз Лэндри. And Professor Daniel Pauly is a professor at Harvard University. И профессор в университете Гарвард это Дэниел Поли. And I developed with these men an index for creative space. Я с этими людьми разработал некий индекс для креативного места. And this index focusing on 3 issues. Он фокусируется на 3 проблемах. The space, Пространство, the content of the space, контент, составляющая часть, and the framework conditions in the city. и условия города, то есть каркас условий города. And I don't want to go too deep into this, but we analyze the spaces with questions. Не хочу вдаваться в подробности, но мы How old it анализировали is, пространство, насколько оно молодое how или big it старое, is, размер, how much social media impact it has. как много воздействия от социальных медиа. But we also look at the content. Но также мы смотрели на контент, на составляющую And часть. one of the question is it very likely И один из вопросов в том, что that the space promotes with artists and lineups on bands, продвигает ли место группы или артистов или лайнапы, or with I don't know, cheap vodka. или оно продвигает дешевую водку. So for us it's important is at the music space the artist in the center of attraction. Самое важное для места проведения мероприятия — это артист. But we also look at the framework conditions. Is the city
overregulated? Также смотрим на каркас условий, где находится это место, сильно ли слишком давление со стороны правительства на этот город. Is there funding for creative scenes? Есть ли спонсирование для этого креативного составляющего? And are there like also middlemen, people in the middle, like organizations like the club commission И также средняя часть — это организация, например, клуб-комиссия or a night mayor? или ночной мэр. So we did this for Berlin. We collected a lot of data. Итак, мы создали формулу, мы собрали очень много данных. You can see here 25,000 data items. 25 тысяч единиц дат. And the end of the result is Berlin is the score of the Berlin creative footprint is 8.02 out of 10. И в итоге мы получили результат, это что Берлин набрал 8,2 из 10. And that means that 8.02 out of 10 is maybe a high number. И, возможно, это означает, что 8,2 это большое число. But it also gives us the help if we do the calculation next year, we see if it drops or if it's in the same balance. Но также он поможет нам, если мы будем рассчитывать следующий год, посмотрим сравнение, поднимется или опустится, или также останется это число. And you can see we have a score for space, for the content and for the framework. То есть вы видите, у нас есть отдельные баллы за пространство, контент и структуру города. And we also look deeper into the city, how the different districts are. Также посмотрим вглубь города, каковы другие индустрии. Where are the most locations? Like Kreuzberg has 106. Где больше всего локаций? Вот, например, в этом локации под названием Кройцберг, там 106 локаций. But the content score is not so high. Но контент не такой высокий, 7. And the winner is Treptow. И победитель — это вот этот And we город. were all surprised. Мы были очень удивлены. And you can also see here when we look for different scores of clubs. И здесь вы видите, когда мы сравниваем баллы разных клубов. A very famous electronic music club, Berghain, Очень известный клуб электронной музыки под названием Berghain. has a very high content score Хороший балл за контент, and a very high space score. хороший балл за пространство. And the Pearl, И самое, естественно, лучшее which is mainstream disco, — это мейнстрим диско. has a very low content score. Очень низкий балл за контент. Because they only The play Pearls, второе. top 40 hits. They play charts. Yes, sir. Они просто играли хит-парады. So the creative footprint is it's not a ranking. We're not showing what are the best clubs. То есть это вы должны понимать, что мы не составляем рейтинг, это не хит-парад лучших клубов. It's not a tool that investors can analyze where they should invest. Это не способ для анализирования для инвесторов. And it's not an economic study. Это также не какое-то специфическое экономическое изучение. Because the Pearl is a good business. Потому что The Pearl — это клуб, очень хороший бизнес. Maybe better than other clubs on this. Возможно, даже лучше, чем другие клубы. But it has not a very high impact when it comes to the content. Но в контенте у них не такое большое воздействие. But it helps us to analyze how the city changes. And on this map, you see experimental spaces in the city. Но это помогает нам понять, как меняется город, и на этой карте вы посмотрите, можете увидеть экспериментальные пространства. And a few years later, Несколько лет спустя you see in the same areas a lot of investments. вы видите в тех же местах очень много инвестиций. That means creative experimental spaces attract investments. Это означает то, что креативные экспериментальные пространства, они привлекают инвестиции. So for us it's important that we learn Для нас очень важно понять, that when there are experimental spaces, that you maybe also have to invest in those spaces because they gotta be pushed out very soon. что когда есть экспериментальные места, в эти места будут проводиться инвестиции, потому что иначе их вытеснят очень скоро.
So many of them don't exist anymore. И многие из них сейчас не существуют. So, how do we do this? So, to finish this up, Итак, как же это все происходит? Давайте we подведем calculate итоги. the creative footprint. Мы рассчитываем, какое они оказывают воздействие. Then we develop a strategy, what needs to be done for the city. Мы разрабатываем стратегию, в которой говорится, что нужно сделать для города. And then we monitor how the changes in the cities are. Мы мониторим, какие происходят изменения в городе. And 1 or 2 years later, we do it again. И 2 примерно года спустя мы делаем это снова. So it's not just a coincidence how the creative scene develops. We think you can also help the creatives. То есть это не какое-то совпадение о том, как работает креативное пространство, это нужно как-то развивать. So the city has a lot of benefits. It's creating awareness, it's influencing decision makers. Итак, у города очень много своих выгод. Это люди понимают больше о том, что происходит. And it also helps that if we do this for many cities, the cities can learn from each other. Who is better than the other? Очень полезно, когда мы делаем это во многих городах. Города с друг другом общаются, понимают, у кого лучше, и принимают опыт. So that's what we're going to do right now. We do it for New York, Sao Paulo, Mumbai, and Sydney in the next month. И так вот в этих городах сейчас мы занимаемся этим проектом. Это Нью-Йорк, Сан-Паулу, Мумбаи и Сидней. Thank you very much. Спасибо большое. Большое спасибо. Я думаю, что большую картину мы сможем представить, перейдя к вопросам, да, о том, как это все работает в Берлине. И, наверное, многих интересует тема, как этот опыт можно применить здесь, в России и в Казани. Ну и, наверное, задам первый вопрос я. Он состоит в следующем. То есть очевидно, что главный залог успеха подобных проектов – это способность объединить сообщество. То есть когда сообщество, представители креативных индустрий, владельцы бизнеса, организаторы событий находят возможность объединиться и договориться о каких-то общих правилах игры, это сообщество действительно приобретает голос перед лицом правительства и приобретает вообще способность вести диалог от своего лица. В связи с этим у меня вопрос, как в Берлине удалось, насколько я знаю, более 200 заведений состоят в организации Club Commission, как удалось мотивировать и объединить представителей индустрии, что является мотивацией для них и как эта история именно переросла в то, что вы действуете от лица такого многочисленного сообщества. Но остальные вопросы можно, наверное, без микрофона потом задавать. I think when you say this is the organization which represent all the clubs, Если говорить, что это организация, которая представляет все клубы, you already have a big opposition because half of the people say no. Уже большая позиция, потому что половина из них говорят нет. Половина людей говорят нет. That's about creative people. They think different. То есть вот это главная фишка креативных людей, они думают по-другому. So what we do is we focus on different issues. То есть мы фокусируемся на нескольких проблемах. Like the young urban underground. Например, urban underground. And we help them, only them with their problems. Мы помогаем им, и только им с их проблемами. And after we solve the problem, и после того, как мы решаем эту проблему, we go to the next problem and invite different people, maybe not the same as for the first problem. И мы переходим к другой проблеме, приглашаем других людей, может быть, уже не тех же самых, как и с предыдущей проблемой. So we are not doing round tables and round tables and round tables where everybody has to attend. То есть у нас нет какого-то круглого стола, где постоянно все одни и те же лица участвуют. We're focusing very much on different groups and help them. Мы фокусируемся на конкретных группах и помогаем им. And when we were successful, и когда у нас все получается, they say, hey, they helped me. Они говорят, они нам помогли. And they are representing me. И они нас представляют. And if everybody is saying this, и если каждый так говорит, you have an organization. Получается организация. But it's not like that we start with, hey, we are representing everybody. Не то, чтобы мы начинаем со слов, мы всех представляем. Without doing anything. И ничего не делая.
So I would figure out what are the three main issues. Я бы сначала понял, каковы три главных проблемы в этом городе. And then to work with different people on the different issues. И работал бы с разными людьми на разных проблемах. And they unite through the issue. И они объединяются через проблему. Получилось, что мы вчера проехались по нескольким клубам, удалось показать ему несколько форматов разных заведений, от легенды до андеграундных вечеринок, и в связи с этим вот первое впечатление и, наверное, какой-то инсайт. So I'm here only for one day. Я здесь был всего только день. But I can say that the potential is here. Здесь потенциал. Because you have a lot of space. У вас много пространства. And you have also support of people У вас есть поддержка людей, who do events like this. которые делают такие мероприятия. And it's just the next step of claiming more space. Здесь дело просто в следующем шаге, когда вы затребуете больше пространства. Finding people who help you to buy or to develop a building or an area. Найдете людей, которые помогут вам купить или построить на этом пространстве. And then the city will develop. You don't have to do the mistake we did in Berlin. И город будет развиваться, и не нужно повторять ошибки, которые мы в Берлине совершали. That we did something and then we had to move out and do the next thing and then we moved out and do the next thing. Когда мы что-то сделали, потом нам приходилось уезжать, мы делали что-то в другом месте и заново уезжали. You have to try to buy it now. Нужно попытаться to buy or to stay there for a long time. Да, купить что-то и остаться там надолго. Because if you're not, потому что если вы так не сделаете, you're gonna be the one who is helping the city to develop, but you're gonna be pushed away every time. Потому что если будет происходить не так, то вы будете помогать городу развиваться, но вас постоянно будут оттуда вытеснять. Because the space like I have been today, I won't forget the name, factory alla Sova. Потому что пространство, в котором было сегодня, фабрика Alla Fuzova. It's gonna be, I tell you now, this is gonna be one of the hottest spots in the next 5 years. Я вам точно говорю, что в следующие 5 лет это будет одним из самых топовых мест. And everybody, all the rich people want to buy a flat next to it. И все богатые люди захотят купить квартиру неподалеку оттуда. Because that's how I see it in the last 10 years everywhere in the world. Потому что так происходило в последние 10 лет везде в мире. It starts with like little creative projects. Начинается с маленьких креативных проектов. And people are, put a lot of love into this. Люди вкладывают очень много любви. And then it will develop and luckily the building is bought. It's not rented. Очень будет хорошо, если здание куплено и не берется в аренду. So good job. Так что отлично, молодцы. Yeah, I think you also have to recognize that the society in the city is maybe not as progressive as it is in Berlin. Нужно понимать, что общество в Казани не такое прогрессивное, как в Берлине, возможно. So you shouldn't overstretch it. То есть не надо пытаться сделать больше, чем можете. But you can do events which attract maybe families. Но можно, возможно, попытаться сделать ивенты, которые будут привлекать семей. But still play good electronic music. Но также играть хорошую электронику. Like a flea market or a food market. То есть как уличный рынок или food-маркет. Or open-air exhibitions with art. Возможно, выставки с какой-то искусством на улице. And maybe at one point it's okay to have a party for everybody afterwards. И, возможно, в какой-то момент будет здорово провести вечеринку для всех после этого. Because it's not just
20-year-old kids, Потому что если это не только 20-летние ребята, families and older people as well, также и взрослые людьми и семьи, then you have more acceptance from police and from the authorities. то, возможно, у вас будет больше восприятия вас правильным путем от полиции и от местных властей. That's how I would do it. I don't know if it works. Я бы сделала так, и это бы работало. Еще вопросы? Есть ли разница, сколько людей живет и проживает в этом городе? То есть для этого должен быть большой город, как Берлин, или все-таки чуть поменьше, как Казань? Of course. I mean, Конечно. I know that cities which have a lot of students at universities Города, в которых много студентов или университетов, have more potential. у них больше потенциала. Yeah, I mean, if you don't have, Berlin couldn't afford so many clubs Берлин не мог позволить себе столько клубов, with only the residents. и если бы у нас были только резиденты. So I would say more than half of the people in the clubs are tourists. То есть более половины посетителей клубов — это туристы. And I think there is a big potential also for Kazan if you have spaces like this we И saw today, в Казани есть большой потенциал, если есть места, как сегодня я видел, that you also attract young tourists who just want to explore the urban underground, urban culture of Kazan. и что есть туристы, которые тоже захотят исследовать культуру, ночную культуру Казани. In Berlin we had a big boom after cheap airplanes entered Berlin. A lot of Произошел бум в Берлине, когда дешевые авиакомпании зашли на рынок Берлина. many young people just come for the weekends from Barcelona, from London, from Paris. Молодежь приезжает даже на уикенд из Барселоны, из Лондона, из Парижа. And they're not just for excessive party, they are also there to explore during the day art exhibitions, working spaces. И это не только ради каких-то специфических вечеринок, да, они днем тоже ходят на выставки, музеи. You could start also offering residencies for artists from all over Russia. Можно попытаться предложить место проживания или место, где они будут играть для всех резидентов с России. That they can go to a studio and produce here, or having a space where they can do artwork. Например, студии, где они могут продюсироваться, или место, где они могут показывать свои работы. Because these are the people who shape the city. Потому что это как раз люди, которые формируют город. Первоначально, когда только-только начиналось все движение, как удалось убедить муниципалитет сделать это все легально? Как удалось получить первое согласование? Какие были аргументы? In the beginning, it was more creating an atmosphere that they acknowledged what we do. Изначально это было создание атмосферы, где понимали бы, что мы делаем. You know, when you have politicians walking through here, То есть, когда политики приходят вот здесь, they would сюда, say, yes, this is very nice here. они бы сказали, да, вот здесь очень хорошо. And they would probably also say, yeah, I can understand that young people like spaces like this. И, наверное, я понимаю, что молодым нравятся такие места. But the next step is also to tell them that this space also have to be affordable. Но следующий шаг — это сказать им, что нужно мочь позволить себе это место, что нужно финансировать. Because students or creatives cannot pay so much rent for a working space. Потому что студенты и люди, которые занимаются креативной работой, не могут заплатить столько денег за это место. So it would be a good way of giving them maybe a tour through places like this. Было бы хорошей идеей показать им тур, места такие, как вот это, And telling them you cannot buy creativity, и сказать им, что невозможно купить креативность. but you can give creative people space. Но можно дать креативным людям пространство. And if you have space and an attractive environment, people will go there and do whatever they love to do. И если есть креативное пространство, то люди будут приходить туда и делать то, что им нравится. So space is the key. То есть главный ключ — это пространство. And cities like New York, London, Paris, the cities is so expensive that all the creative heads are moving away.
И такие города, как Лондон, Нью-Йорк, Париж, они очень дорогие, и люди с креативным мышлением им приходится уезжать оттуда из-за того, что они очень дорогие. They're all in Berlin now. И они все теперь в Берлине. Patronage, you mean like support? I think we want to be, so my motto is to have a critical distance to government. Мой слоган — это иметь критическую дистанцию к правительству. Because to understand people in government, they want an economic growth of the city. Люди из правительства, они хотят экономический рост. They want to have votes. Они хотят голоса. They want to have a clean city. Они хотят чистый город. No noise. Никакого шума. And it's not going to happen with Это creatives. не произойдет с креативными людьми. So you have to tell them that there's an upside and a downside. Поэтому им нужно объяснять, что есть как плюсы, так и минусы. So if you want to have a young urban culture, a cool Kazan, Поэтому если вы хотите урбанистический город, классную Казань, you will also have trouble. также будут и проблемы. And that's something we have to explain and be very open about it. И им приходится это объяснять и быть открытым к тому, что объяснять это для них. That cities is always dealing with upsides and downsides. Что городам всегда приходится иметь дело с плюсами и с минусами. I mean, you can have a very clean and boring city, То есть, конечно, можно иметь чистый и скучный but город, then everything looks like a bank. но все будет выглядеть как банк. I would say at one point I would agree. В какой-то мере я согласен. But you also see that if you want to have leaders Но также нужно понимать, что если вы хотите иметь лидеров in the industry, в in the индустрии, в government, правительстве, you also have to have people who think different. нужно также иметь людей, которые думают иначе. And all the leaders understand this because they Все usually лидеры- are not people who are narrow-minded. They made their way because they think different. Эти люди обычно это понимают, и они там, где они сейчас находятся, не потому, что они узкомыслящие, а потому что они понимают это. Because if you only think like you thought the last 30 years, Потому что если думать только так, как думали про последние 30 лет, there will be no development. не будет никакого развития. And I think that's a chance to say you have also to encourage young people to think different and to do different things. То есть это тоже ваш шанс для того, чтобы вдохновлять людей и делать что-то другое. That doesn't mean that you have to change the system, Но это не значит, что нужно менять систему. but you also have to have a flexibility in how the system Но develops. нужно понимать немножко, быть немножко гибким к системе. For myself, there are also people in Berlin who think there is underground and there is establishment. То есть есть люди в Берлине, которые тоже думают, что есть вот правительство и есть underground. But if you look to the history of development, Если посмотреть на историю развития, the whole ecological development, green parties, the green idea, and sustainability, то есть все вот эти экологические мероприятия, came from a very small group of basically underground people, они тоже пришли от очень маленького количества, от маленькой alternative группы people.
альтернативных и необычных людей, креативных And they людей. did a good job in Germany И в Германии они отлично поработали, by influencing the system. но таким Everywhere. образом, как они воздействовали на систему везде. In real estate, В in недвижимости, shopping, everywhere, you have this idea of being шопинге. sustainable, green, у них всегда есть вот эта мысль о том, чтобы быть ecological. экологичным образом воздействовать. And this little flame took over, И and этот огонек, он все-таки now we have big industries заразил which других, builds и solar systems and есть большие индустрии, которые windmills, and the government puts money into this. делают солнечные системы, и правительство инвестирует в них деньги. And I think that's a good example of how also the creative scenes can change. Это хороший пример того, как некоторые мыслители могут менять. Ночная жизнь в центральной части Берлина может конкурировать сейчас с окраинами, с нецентральной частью, в плане контента и других? No. I think Они не одинаковые. nightlife and music belongs to the city center. Ночная жизнь и музыка все-таки больше развита в центре. Because if you talk about what is the heartbeat of a city, То есть, если вы спрашиваете о том, что является пульсом the центра, vibrance, вот эта вибрация, жизнь, the creativity of a city, креативность города, it must be in the city center. это все-таки должно быть в центре. But in many cities, the city center is very expensive. Во многих городах центр города очень дорогой. And then the club scene, the nightlife scene turns very commercial, very mainstream. И тогда ночные клубы становятся очень коммерческими, And it's not very ориентированными innovative anymore. It's like every other city in the world. И больше это не инновация, это примерно как все остальные города в мире. So the government has also to understand that if they want to do city development right, Поэтому правительству важно понять, что если они хотят правильно развивать город, they also have to think about how can we make it happen that affordable space for creatives is in the city center. И также нужно думать о том, как создать креативное пространство и сделать его доступным для людей. And I can see that you have a lot of old nice buildings in the city center. И я уже вижу то, что у вас очень много таких хороших зданий в центре города. Buy it now. Покупайте сейчас. I think it's you have to find people who have money and think, yeah, let's do something crazy. Наверное, нужно просто найти людей, у которых есть деньги и которые согласны сделать что-то сумасшедшее. And buy it because it's not getting cheaper. И купить, потому что дешевле это не становится. Or convince the government, but it probably takes another 5 years. Или убедить правительство, это примерно займет 5 лет. Каким образом вы захватываете внимание только что подрастающего поколения для формирования их видения, возможно, вкусов? I don't think we do this. Я думаю, мы этого не делаем. I see my work more as like a toolbox. Я вижу свою работу больше как какой-то инструменты. You are creative, you do whatever you want to do. Ты креативный, делаешь, что хочешь. And as soon as you have a problem, И как только у тебя будет проблема, you can, take a tool out of my toolbox. можешь взять инструмент из моей коробки, It's a free lawyer. например, бесплатный юрист, It's advice. совет, It's access to a decision maker, to a politician. доступ к политику или к тему, кто принимает какие-то решения, It's a press conference. пресс-конференция, It's I don't know. It's an event like this. мероприятие, как вот это. So we are more like we create like a framework. We're not То the есть мы ones who создаем- tell you how to be creative and what to do. То есть мы создаем каркас, мы не те, кто говорит людям, как нужно работать. I think it's important to make, to stop at one point and say not, we can do everything. Нужно понимать, что на один момент нужно остановиться и не говорить, что мы можем сделать все.
I don't know if it's better to make a cafe or a club or a Я не знаю, restaurant, лучше сделать кафе, клуб или ресторан. but I can say we want to have space in city center, and if you have a good idea, I help you to develop it. Но я могу сказать, было бы классно сделать место в центре города, если у тебя есть идея, я помогу тебе ее реализовать. Well, in many cities right now there is a change in thinking. Во многих городах сейчас происходит перемена в мышлении. All over the world, in many cities, the cities want to have a night mayor. По всему городу, по всему миру, в многих городах сейчас хотят иметь ночного мэра. And I see that also many cities do this wrong. They do it wrong. И во многих городах это делают неправильно. Because they think when they have now one person put into the position, Потому что они думают, если взять одного человека и назначить его на должность, he or she will solve all the problems. он или она решит все проблемы. And it's not possible, I can tell Это you. невозможно, я могу уверить. So what you need is you have to have a group like you Что нужно, так это нужна группа, вот, например, как вы, who are really working on individual issues and develop ideas and white papers and solutions. которые разрабатывают решения и как их реализовать. And then you have to have this one person who helps you to take this idea and translate it into political speech. И есть один человек, который берет эту идею и переводит ее, грубо говоря, на язык политиков. And brings it into the legislator. И приносит это людям, которые этим занимаются. So for this position, this person is important. But То есть if, это очень важная вот эта позиция, должность человека. but if you don't have the basic, the groundwork, Но так если нет вот этой основы, it's gonna be a bottleneck. будет просто как горлышко, то есть это застрянет, эта проблема дальше не разрешится. So I think London, for instance, Например, London, вот Лондон, they just introduced the Night Czar, они только что завели программу, называется Night Star, ночная звезда. and she's a very Царь, Czar, ночной czar, царь. Night Czar. Окей. Yeah, and it's a very tough woman. И это очень такая жесткая женщина. But she has to take care of all nightlife, И ей приходится заниматься всей ночной жизнью. like people who work in the hospital at night, То есть, например, те, кто работают в госпитале ночью. table dance bars, Бары с танцовщицами. everything which is night at night. Все, что просто работает ночью. It doesn't make sense that this one person can solve all these different issues. You То don't есть это не имеет никакого смысла, когда один человек пытается решить все проблемы. a day has only 24 hours. У них просто 24 часа в сутки и все. So my work is focused. If you see like a pyramid, То есть моя работа, если вот представить пирамиду, and everything like nightlife, disco, parties, table dance, everything is happening at night. все вот это, то, что происходит ночью, это ночная жизнь. We focus on the very top, Мы фокусируемся только на самой верхушке. which is the focus on artists, on the music-driven nightlife. То есть на артисте, на музыке и на ночной жизни, которая происходит в это время. Because there you have the innovations, you have the crazy people doing new things, Там есть инновации, там есть сумасшедшие люди, которые придумывают новые идеи. and the other ones are taking ideas from others. И And, остальные берут идеи от других. yeah, so we want to have the innovators. То есть нам нужны инноваторы. Но тем не менее, ночная
Yeah, I mean Berlin has I don't know 10,000 events per month. В Берлине 10 тысяч мероприятий в месяц. And many of the club events, club culture events, are also a mix of exhibitions, of nightlife, of music. И многие клубные мероприятия это тоже также и такая комбинация выставки, Yeah, food, whatever. да, еда. And I think it's important to have this mix. Очень важно это все комбинировать, миксовать. But I'm not representing the restaurants of Berlin. Я не представляю рестораны Берлина. I think music and music-driven nightlife has the biggest quality. Я считаю, что у музыки самое высокое качество, то есть ночная жизнь, которая формируется вокруг музыки, у нее самое большое качество. But the more you think it interdisciplinary, the more you think it interdisciplinary with other art forms, like a mix of different art forms. Но нужно больше комбинировать с другими формами искусства. The more innovative it is. Чем больше вы это делаете, тем более оно становится инновационным. So if you do a music event with an exhibition, То есть если у вас музыкальный ивент и выставка, and crazy food что-нибудь experiments, эксперимент с необычной едой, then people will be interested and talk about this and людям будет интересно, они будут об этом говорить, be inspired. они будут вдохновляться этим. But I think for us, for the Club Commission, music must be the core of the attraction. Но мы считаем, что в Club Commission музыка все-таки считается основой. Because without music you cannot dance. Потому что без музыки невозможно танцевать. In East Berlin we have the most clubs. Most of the clubs are in East Berlin. В восточной части большинство клубов. Because in the 90s there was space. Потому что в 90-х там было пространство, там было место. And we made it happen to keep much of that space. И просто так получилось, что мы сохранили большинство из этого места. It's still very fragile. Ну, конечно, все это хрупко. Because contracts are only not for a long time. Потому что это ненадолго, это не продлится долго. So it can happen that in the next 5 or 10 years, 20% of the clubs shut down. 5 or 10 years. Следующие 5-10 лет 20% клубов будут закрыты из-за того, что у нас закончится контракт на аренду места. So we have to fight for every space. То есть нам приходится сражаться за каждое. And that's why the creative footprint is important. И поэтому проект Footprint очень важен. Because we can say, yeah, you can shut down this club, but you have to open it up somewhere else. Потому что можно сказать, да, закрывайте этот клуб, но нужно его открыть в другом месте. It's like the idea of the carbon footprint. То есть это как идея углеводного отпечатка. When you chop down 3 trees, you have to plant them again. Когда вы срубаете 3 дерева, нужно их посадить в другом месте. So you keep it in balance. Нужно как-то поддерживать баланс. And in West Berlin, the nightlife scene never really changed how it was На Западном before. Берлине жизнь особо не поменялась от того, как она была раньше. It's stuck. Она там застряла. And that's also why young people don't move to the West Berlin part. И поэтому молодые не переезжают туда.
They want to live next to the crazy environment. Они хотят жить больше, вот, поближе вот этому интересному месту. So Berlin is a good example how you can take information from this and use it for your own city. Берлин хороший пример того, как можно брать информацию из этого и использовать для своего города. If what's the name of this factory again? I'm so bad. If you offer student housing next to this, Если предложить студенту жилье рядом с фабрикой Лафузова, everybody will move there. in the все next туда year. переедут. For sure. Это 100%. Хотел бы узнать, что вы посоветуете именно в Казани развивать, чтобы привлекать иностранных туристов. И второй вопрос. Как вам девушка из Татарстана? Минусы и плюсы. I didn't meet too many girls. I was around with men most of the time. Я в основном был окружен We're мужчинами. gonna change this. Надо поменять. I was no. I'm really. It's a warm country, and I'm really happy to be here. Дружелюбное место. Я очень рад, что здесь And I think нахожусь. to attract people to move here or to come here to visit, Но чтобы привлекать людей, чтобы они сюда приезжали или переезжали, we should work on exchange programs. нужно работать с программами обмена. To do like a Tresor club night here, Сделать как, например, ночной клуб «Трезор» or a festival from Berlin here. или фестиваль Берлина здесь. You know, so you have artists and brands То from есть есть, Berlin, артисты или бренды из Берлина. but maybe also people from Berlin to travel over here, То есть, может быть, люди из Берлина также будут приезжать сюда. because it's it can be an exchange program. Какая-то программа обмена некого рода. And this happens all over the world. That I don't know, Tresor does a club night in Tokyo. Ну, то есть, так происходит по всему миру. Например, у Трезор происходит, они делают клубные ночи you said in Tokyo? Yeah, В wherever. Токио или там где угодно. So I think I'm happy to introduce everybody who has a nice space here И для всех, у кого есть хорошее место здесь, я очень рад представить. to people from Berlin clubs to collaborate. Я бы рад их был представить людям из Берлина, чтобы они сотрудничали. И у меня, наверное, тоже еще один вопрос будет по поводу того, как меняется ситуация. Понятно, что приходит новое поколение, устанавливаются новые стандарты. Какие у Люцы прогнозы по поводу трендов в нашей жизни, что придет и какие изменения нас ждут в ближайшие 5-10 лет? Вообще в ночных индустриях, в ночной жизни, какие, может быть, тренды ожидаются или изменения, или уже какие-то тенденции? I don't know if you can say this. There's a general trend all over the world, Не знаю, можно ли сказать, есть какой-то общий тренд по всему миру. but some of the things I was talking today, I think, are very obvious. Но я говорила о некоторых очень очевидных вещах сегодня. Young people of the young generations Молодое поколение, новое Want- поколение, want to be a participant они хотят участвовать, and not just a guest. не просто быть гостем. So they want to be part of something. Они хотят быть частью чего-то. They want to take over, do stuff, Они хотят делать вещи, do their own little project. делать их собственные какие-то маленькие проекты. And I think you have to provide this И я думаю, что нужно предоставлять space, пространство, because if not, they move away and go somewhere else. потому что если Because нет, они переезжают в другое место, the world is global, потому что мир все-таки and as soon глобальный. as you have been traveling somewhere else and you see people doing cool stuff, Как только вы выезжаете за пределы и видите, что люди делают крутые вещи, you want to go there вы and тоже хотите туда stay ехать, уезжать и, возможно, остаться, as long as you get the visa. пока у вас есть виза. No, but I'm serious. I think enabling, giving chances, Но серьезно, давать возможность that young people can do their own ideas молодежи делать их собственные, воплощать идеи. is the best way to keep them in the city. Это лучший способ их оставить в городе. Would you agree? Вы согласны? Okay.
Но я думаю, что пора заканчивать, если все вопросы заданы. Вы знаете, хочется подытожить. Наверное, все мы с вами понимаем, что и в условиях страны, да и в принципе сама идея ночной мэрии, она такова, что нельзя ее вот вчера придумать и сегодня запустить просто организацию, которая решает все вопросы. Это всего лишь, как я уже сказал в начале, возможности, которые мы используем. И дорогу осилит идущий, впереди у нас много проектов на этот счет. Мы сейчас готовим путеводитель по ночной жизни. В ноябре пройдет конференция по ночным индустриям, и нас ждет много активностей. Я думаю, что вот так вот, шаг за шагом, коммуницируя с международным сообществом и размышляя о том, как мы можем применить их опыт здесь, все-таки мы построим светлое ночное будущее. Ну и остается поблагодарить Лутца за приезд и выразить надежду, что очень скоро он вернется, и у нас будет много поводов для встреч. Спасибо вам тоже за то, что... Let's have a beer Пиво or a coffee. или кофе. Thank you.